Рак мозга– это пугающий диагноз, и коварство этой патологии в том, что головная боль или легкое головокружение может быть первым признаком этого грозного заболевания. А врачи порой у пациента, у которого развиваются все признаки опухоли головного мозга, не спешат отправить ее на МРТ, а советуют просто отдохнуть или отправиться в отпуск. Я, профессор-невролог Эдуард Якупов, врач с 30-летним стажем, поделюсь с вами и собственным опытом, и тем, как не упустить важное время для того, чтобы сохранить самое главное– свою жизнь и здоровье. Термин «опухоль головного мозга» обозначает любые новообразования в головном мозге, которые образуются внутри нашей черепной коробки. Только одно может быть доброкачественным, а другое злокачественным. И именно злокачественное образование чаще всего мы именуем раком головного мозга. Но и доброкачественные опухоли могут нести серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. И вот простой пример. Недавно ко мне пришла на прием молодая женщина, 30 лет, которая жаловалась, внимание, на обмороки. Вдруг эти обмороки стали очень частыми. При разборе этой ситуации, при внимательном сборе анамнеза, осмотре этой пациентки была диагностирована опухоль, доброкачественная опухоль. Вернее так, я на тот момент не знал, доброкачественная ли это опухоль или нет, но по течению клинической картины предположил, что эта опухоль носит доброкачественный характер, но она потихонечку увеличивается, потому что у нее вовсе не обмороки, а эпилептические приступы развивались. Слава богу, что в этом случае обошлось все без операционного вмешательства, и все мы закончили на уровне консервативной терапии. Но если бы пациентка вовремя ко мне не обратилась, что было бы тогда? Эпилептические приступы становились бы все чаще и чаще, они уже и так влияли на качество ее жизни, и она, например, не могла уже водить автомобиль в этом состоянии, потому что эпиприступ мог ее застать в любой момент ее жизни. То есть, другими словами, и доброкачественная опухоль может представлять серьезную опасность и для жизни, и для здоровья человека. Формы рака могут быть первичные и вторичные. Но первичные– это, собственно, когда рак мозга развивается из вещества, структуры самого мозга, мозговой ткани, а вторичные– это метастазы, которые, образно говоря, стреляют из другого органа. Пример. У человека развивается рак желудка, рак молочной железы, то есть сам рак располагается совершенно в другом месте, на отдалении, а вот метастаз уходит в любой другой орган. Кстати, не только в мозг, и в легкие, и в позвоночник, и в кости, куда угодно. А теперь давайте разберем признаки опухоли головного мозга, но сразу оговорюсь, уважаемые зрители, если у вас заболела голова или вдруг появилось головокружение, давайте не будем это считать всегда, что это признак опухоли головного мозга. Все-таки диагноз, этот серьезный диагноз, это удел врача-невролога или нейрохирурга. Но на симптомах я обязан остановиться. Их делят на общемозговые симптомы и очаговые симптомы. Что такое общемозговая симптоматика? Это головная боль, усталость, тошнота, рвота, угнетение сознания. То есть, как вы слышите сейчас, все что угодно. Но есть особенности этих общемозговых симптомов. Головная боль довольно сильная. Чаще всего она по утрам сопровождается тошнотой и рвотой. А теперь об очаговых симптомах. Почему они начинаются очаговые? От слова «очаг». То есть, если опухоль располагается в определенной зоне головного мозга, проще говоря, отвечающей за определенную функцию, например, движение, то очаговым симптомом может быть слабость в руке или в одноименной руке и ноге, скажем, правой руке, правой ноге. Может возникать головокружение, если опухоль располагается, например, в мозжечке. Может быть вообще снижение памяти, работоспособности, которое ошибочно воспринимается некоторыми пациентами как то, что он устал, он много работает, ему надо просто отдохнуть. Будьте, пожалуйста, внимательны. И здесь я хочу вспомнить еще один пример. Коварство уже злокачественного образования в головном мозге. Поступает мужчина довольно молодого возраста, 40 с небольшим. Я его осматриваю и практически не нахожу никакой очаговой симптоматики. То есть у него нет пареза, слабости, нарушения чувствительности, головокружения сильного. То есть это те самые очаговые симптомы, которые я только что перечислил как очаговые симптомы опухолевого процесса. Но что есть? Есть минимальное отклонение руки, которое выявлено было только при тщательном неврологическом осмотре. И бросилось мне в глаза, что отвечает он с задержкой. Он как будто находится, я это называю, под вуалью
общемозговых симптомов. Ну, проще говоря, как будто мешком по голове ударили, и он еще не очнулся от этого состояния. Он сидит вот знаете, как боксер, который приходит в себя после нокаута, нокдауна. Но вся эта симптоматика опухолевого процесса, забегая вперед, это была злокачественная опухоль головного мозга с огромным объемом в его полушарии, а жалоб он практически самостоятельно не предъявлял. Только тщательный осмотр выявил констелляцию сочетаний нескольких симптомов. Мягких, легких очаговых симптомов с небольшими общемозговыми феноменами и жалобами на умеренную головную боль. Собственно, что его и перевело в стационар. К сожалению, в описанном случае мы не смогли помочь пациенту, потому что размеры опухоли были уже огромными. Она была неоперабельна. Из этого клинического примера можно сделать вывод, что опухоли головного мозга, они весьма коварны. Они могут протекать исподволь, и только на поздних стадиях, что называется, клиническая картина может раскрываться в полной мере. Онкологи выделяют несколько стадий процесса. Первая стадия, когда патологические изменения затрагивают сравнительно небольшой участок головного мозга, и пациент практически не жалуется. Когда опухоль продолжает расти, опухоль затрагивает все больше и больше участки головного мозга. Вот тут могут появиться и уже эпилептические приступы. И очень часто вот эти эпилептические приступы – это сигнал опасности, такой красный флаг, который должен озадачить любого врача. И в любой ситуации я такому пациенту назначу МРТ головного мозга, чтобы исключить диагноз опухоли головного мозга. Если упускается эта стадия, когда стремительный рост, особенно злокачественной опухоли, становится безудержным, и на этом этапе мы пропускаем время, когда можем оказать помощь нашему пациенту. Какие методы лечения здесь показаны? Ну, конечно, хирургическое пособие, когда опухоль удаляется. Дальше. Это химиотерапия, которая в ряде случаев является обязательной при постановке этого диагноза. И, наконец, лучевая терапия. И только врач-онколог, врач-нейрохирург определяет стратегию и тактику лечения. И, пожалуйста, уважаемые зрители, не хватайтесь за соломинку, не верьте псевдоцелителям, которых сейчас развелось огромное количество в интернете, рекомендующие вам лечиться от опухоли головного мозга, не только опухоли головного мозга, и других новообразований с помощью трав, молитв, заговоров, каких-то чудесных средств. Нет этих средств. Есть реальная официальная медицина, и не морщитесь, пожалуйста. Потому что если речь идет о здоровье и жизни, то вам необходима серьезная поддержка опытных специалистов и проведение лечения в условиях специализированных нейрохирургических или онкологических стационаров, а не питье каких-то отваров, трав. Не поддавайтесь на уловки мракобесов. Ранняя диагностика опухоли головного мозга – это залог к успешному ее лечению. Это никак не приговор. Вот это очень важно. Но если у вас есть проблемы с вашим здоровьем, и если есть хоть малейшее подозрение к тому, что что-то с вашей головой нехорошо, какое-то неблагополучие, все-таки не занимайтесь ни самолечением, ни самодиагностикой. Придите к опытному специалисту и вместе с ним определите стратегию и тактику диагностики и вашего лечения. Берегите себя, будьте здоровы.